Китайские производители постепенно захватывают авто и мотомир, выпуская весьма достойную технику по умеренной цене, которая еще и выглядит очень привлекательно. Китайско-итальянский бренд Binelli в этом году обновил свою флагманскую линейку некедов в ретро-стиле Leoncino 800. Кстати, Leoncino в переводе с итальянского «львенок», поэтому на переднем крыле красуется фигурка короля льва, которую также можно найти и на младшей версии Leoncino 500. А что очень оригинально. Leoncino 800 имеет две версии, обычную и внедорожную трейл, которая оформлена в стиле Flat Tracker. Кстати, эта обновленная модель, представленная на выставке в прошлом году, получила почетное упоминание в номинации «Самый красивый мотоцикл». Обе версии имеют решетчатую трубчатую стальную раму, которая была усилена, алюминиевый подрамник коробчатого сечения и легкосплавный маятник. В раму вставлен тот же флагманский двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением объемом 754 кубических сантиметров, который теперь соответствует нормам выбросов Евро-5. Поэтому вместо выдаваемых ранее 81 лошадиной силы теперь доступно только 76 на 8500 оборотов в минуту. Крутящий момент остался тем же — 67 ньютон-метров. За питание отвечает система впрыска с двумя дроссельными заслонками диаметром 43 мм. Также для европейского рынка будет доступна и дефорсированная версия категории А2 с мощностью не более 47 лошадиных сил. Для передачи мощности на заднее колесо используется шестиступенчатая коробка передач с проскальзывающим сцеплением и цепь. При сниженной массе мотоцикла в 222 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость 190 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,9 литра на 100 км, который при баке в 15 литров обещает запас хода в 300 км. Подвеска состоит из регулируемых передней перевернутой 50-мм вилки Marzocchi и заднего моноамортизатора. Стандартный ход подвески Leoncino составляет 130 мм спереди и сзади, а у внедорожной версии Trail имеются дополнительные 10 мм. Оба мотоцикла оснащены колесами со спицами 17 дюймов у стандартной модели, а вот Trail оснащен уже 19-дюймовым передним колесом и шинами Pirelli Scorpion Rally STR. Увеличенное переднее колесо Trail в сочетании с удлиненным ходом подвески увеличивает высоту сидения по сравнению со стандартной версией на 19 мм. Также внедорожная версия отличается стильной, высоко расположенной выхлопной системой с двумя трубами, которая выходит на правую сторону мотоцикла. Плюс имеется небольшой изящный обтекатель. Не хватает для завершения образа разве что алюминиевой защиты картера. За торможение отвечает премиальная система Brembo. Это два 320 мм диска с радиальными четырехпоршневыми суппортами спереди и один 260 мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. Причем у версии Trail диски лепестковые, ABS и там в базе. Габаритные размеры Leoncino 800 следующие. Длина 2140 мм, у внедорожной версии 2200.
Ширина без зеркал 870 мм, высота 1160 у стандартной версии и 1210 у Trail. Высота по седлу 805 мм, у Trail 834. Дорожный просвет 162 мм и соответственно у Trail 191. Колесная база 1460 мм и 1480 мм у Trail. Несмотря на то, что электроники на Леончино 800 присутствует минимально, он может похвастать шикарной приборной панелью с TFT-дисплеем, на котором доступна вся необходимая информация. Отличается он интересным двойным тахометром, шкала которого расходится от левой стороны дисплея сразу и вверх и вниз. Освещение на мотоцикле полностью светодиодное. Ну а теперь цена. За новенький Леончино 800 за рубежом дилеры просят около $8500. За версию Trail придется отдать около $9000.